Всем привет! Помните историю Хемингуэя, где он обещал написать рассказ в 6 слов? Это на самом деле байка, и такого не было. А я вот вам расскажу реальную грустную историю в 3 заголовках. Первый звучит так. Хинштейн заявил о замедлении YouTube до 70% из-за политики сервиса. Второй, буквально на следующий день, Хинштейн заявил, что замедление YouTube больше затронет рекламодателей. И третий, депутат Хинштейн заявил, что YouTube останется доступным для россиян, но не очень удобным. И вот мы здесь. YouTube замедлен практически до полной блокировки. Причем, как обычно, совершенно незаметно и под Новый год. Ну а Хинштейна отправили губернаторствовать в Курскую область. Впрочем, так ему и нужно. Что же происходит на самом деле с YouTube? Давайте разбираться. Если вы живете в России, то наверняка заметили, что YouTube у вас теперь выглядит примерно так. Вроде бы и не заблокирован официально, но ничего не загружается. Почему? А это и есть то самое замедление, о котором нам рассказал депутат Хинштейн. И более того, возможно, впервые в жизни в своем заявлении не соврал. Правда, потом сразу же его опроверг. Дело было так. В июле тогда еще просто депутат написал пост, в котором заявил, что скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах до конца недели может снизиться до 40%, а через неделю до 70%. Замечу, что пост был написан в четверг, за день до выходных, и, конечно, вызвал эффект разорвавшейся бомбы. Хинштейн тогда назвал это деградацией YouTube и заявил, что это вынужденный шаг. Почему? Потому что, цитирую, администрация иностранного ресурса по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство. Он даже пояснил, что для приведения в чувство YouTube это, цитирую снова, выбрали именно лето, когда люди в отпусках и пользуются мобильным интернетом. Достаточно откровенно, не правда ли? Видимо, так подумали и в администрации президента, и уже на следующий день пришлось писать опровергающий пост, и в нем была совсем другая версия. Если вкратце, объяснение сводилось к следующему. У Гугла даже до войны не было собственного дата-центра в России, поэтому контент, который получают пользователи, когда открывают у себя YouTube, хранился на серверах, стоящих в сетях операторов. И вот именно эти сервера, сказал нам Хинштейн, начали выходить из строя, потому что после введения санкций Google перестал их поддерживать. Что же по версии Хинштейна надо было сделать Гуглу, чтобы исправить ситуацию? Все просто. Построить собственный дата-центр в России, открыть представительство, договориться с властями США о снятии санкций. Делов-то. В общем, как вы понимаете, основная мысль заключалась в том, что это не российские власти замедляют YouTube, а сервера поизносились, Google навстречу не идет, к ним и вопросы. Удобно. Google, правда, почти сразу ответил, что перебои в работе YouTube это не результат технических проблем серверов. Но какая разница, если депутаты уже нашли виноватого, сопротивление, как известно, бесполезно. Путин также переложил ответственность именно на Google. На своей прямой линии в декабре он сказал, цитирую, «Вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей стороне». У него риторика была та же. Google перестал платить, сократил поставки и снова, цитирую, «создал для себя определенные проблемы». Что же это за загадочные сервера такие, из-за которых миллионы российских пользователей теперь видят, я напомню, вот такую картинку? Для того, чтобы разобраться, давайте вернемся лет на 15 назад. Примерно в 2010-е, когда Google действительно начал устанавливать свои сервера в российских дата-центрах. Зачем это делается? Если в двух словах, то все довольно просто. Представьте, что на YouTube есть какое-то видео, которое запросил вначале один пользователь, потом второй, потом еще 10 и так далее. Получается, каждый раз этот один и тот же ролик нужно доставить пользователям почти через половину земного шара. Но если его постоянно запрашивают, проще разместить его поближе. Именно так Google и делает. Для доставки контента примерно с 2000-х годов Google использует специальные кэширующие сервера Google Global Cache. Это оборудование, которое располагается в сети оператора и позволяет хранить контент ближе к пользователю, не загружая его каждый раз заново. Такие сервера устанавливаются по всему миру, ну, естественно, и в России. А вот дата-центр действительно строить не стали.
Когда-то говорили, что хотели, но счел это неоправданным с точки зрения вложений. Во-первых, как вы помните, в 2014 году Госдума России приняла поправки в закон о персональных данных, по которым нужно было хранить данные только на территории РФ. Во-вторых, строительство такого дата-центра — это немалые деньги, а коррупцию никто не отменял. В общем, решили, что риски перевешивают выгоды. Ну а что же с серверами? Они прекрасно работали. Google даже оплачивал их обслуживание. Тем более, что это совсем небольшие деньги. В случае одного оператора это несколько сотен долларов, даже не тысячи. Другое дело, что в феврале 2022 года Россия начала вторжение в Украину. Ну а дальше вы знаете сами. Google в России работать перестает, YouTube начинает блокировать каналы пропагандистов и так далее. Ну а сервера, которые Google устанавливал, работать не перестали, и никто их оттуда не забрал. Именно о них и говорит Хинштейн. В России на момент начала войны было, по подсчетам айтишников, порядка 2000 таких серверов. Может, даже чуть больше. Изнашиваются они? Да, конечно, как и любое другое оборудование. Но может ли от этого настолько сильно и резко замедлиться YouTube? Давайте представим такую аналогию. У вас есть таксопарк. Каждый день на маршрут выходит 1000 автомобилей. Какова вероятность, что в один день сломаются сразу 300 или 400? Вот примерно то же самое мы видим и в случае YouTube. Даже если эти сервера выходят из строя, то вероятность, что половина из них сделала это в один прекрасный июльский день, крайне низка. И мы можем твердо и четко заявить, что замедление YouTube абсолютно рукотворное. Тут вы можете мне сказать, но ведь Google действительно не оплачивает обслуживание своих Global Cache. Да, легально он такую возможность введением санкций потерял. К тому же российское юрлицо Гугла признано банкротом, а на саму компанию наложили штраф размером больше всего мирового ВВП. Кто и как сейчас оплачивает эти сервера, неизвестно. Но в том, что они работают, сомнений нет. Ведь до июля с Ютубом ничего не происходило. Более того, в декабре 2023 года некоторые операторы рассказывали, что Google предлагал им организовать прямые стыки вместо кэширующих серверов, которые, очевидно, еще работали. Надо сказать, что операторам выгодны такие сервера, потому что меньше загружаются линии связи. Представьте, ролик посмотрели миллион раз, а оператор скачал его всего один. Что же будет дальше? Очевидно, YouTube будут замедлять. И очевидно, что это политическое решение. Замедление, кстати, подтверждается и вполне открытыми графиками как самого Гугла, так и МСК АХ, крупнейшего российского обменника трафиком. Если посмотреть на него начиная с июля, то мы увидим, что трафик рос все время до Нового года очень серьезными темпами. Это рекорд роста с нулевых годов. И это означает, что появился какой-то дополнительный мотиватор роста. Но кроме блокировки и массового перехода пользователей на VPN, других гипотез просто нет. После летних заявлений Хинштейна в какой-то момент YouTube, кажется, вернулся к обычной скорости. Но потом пользователи снова начали жаловаться на замедление. По странному совпадению, незадолго до прямой линии Путина. А уже через пару дней трафик обвалился до 20%. Причем в этот раз уже не только на стационарных компьютерах, но и на мобильных. Выглядит все это, в общем, логично. Именно YouTube остался сейчас для россиян единственным практически источником неподцензурной информации. Именно он сильнее всего раздражает тех, кто сидит сейчас в Кремле. Ответ на это может быть только один — VPN. Сейчас в России очень интенсивно развиваются VPN-сервисы. Поэтому выбирайте, какой вам нравится. Несколько названий мы оставим в описании. Ставьте VPN себе и своим близким. И продолжайте смотреть YouTube. И обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе, что на самом деле происходит с интернетом в России.